Андрей, у нас NetHack. Сегодня я хотел бы рассказать про свойства. Это то, что можно получить как внутренние, так и внешние, какие они бывают, и вкратце немного о них, о каждом свойстве по отдельности, такие как, например, сопротивление холоду, огню и так далее, и как их получить, там, например, телепортацию и тому подобное. Тут вкратце я просто расскажу вам о них. По крайней мере, постараюсь вкратце. А подробнее о каждом свойстве это надо будет отдельно тогда смотреть и отдельно читать дополнительную информацию. Информация взята с NetHack Wiki. Собственно, свойства. NetHack свойство — это любая из нескольких включенных или выключенных черт монстра или персонажа, включая характер игрока, то есть его начальные статы. Свойства включают в себя сопротивление, эффекты колец, временные эффекты некоторых зелий, негативные эффекты, такие как вмешательство, забивание камнями и другими. Свойства бывают внутренние или внешние. Это любое свойство, которое обладает персонаж внутри. Внешнее — это любое свойство, которое обладает персонаж в результате использования, ношения или ношения предметов. Внутренние и внешние свойства бинарные. Монстры либо обладают свойством, либо нет. Просветление раскроет многие свойства героя, а также некоторые другие черты его. Такие просветления открывают вам вашу удачу, также свойства по ваше сопротивление в большинстве случаев, вашу магическую отмену, если она у вас есть, вообще снаряжена или нет. Можете ли вы молиться, не можете вы молиться, насколько вы удачливы, неудачливы. И большинство ваших резистов, то есть если у вас поиск, не поиск, если у вас скорость, не скорость, насколько вы быстро, сколько вы медленны, если у вас сопротивление холоду, огню и так далее. Просветление открывает. Просветление, чтобы им воспользоваться, вам нужно использовать либо соответствующее зелье, либо соответствующую палочку. Просветление. Вот. Исходный код определяется, большинство свойств в prop.h. Каждое свойство имеет интерпретацию, целеначисленную константу, в частности, объект s, и артикул h. Целочисленные константы присваивают свойства, предоставляемые при использовании определенных элементов. Особо эта информация вам не нужна, но факт в том, что по свойствам чуть дальше, более подробно пойдет речь. Тут для тех, кто будет именно ковыряться в самих файлах NetHack, для того, чтобы это рассмотреть. Вот. Хотя оценка еды и паралич не имеют константов в prop.h, они ведут себя так же, как и другие внутренние функции, поэтому они включены в список на этой странице. Оценка еды вам позволяет, грубо говоря, как бы не спешу не изучал, оценивать еду, то есть вы можете узнать о ней, можно ли ее есть или нельзя, и вам дадут предупреждение о том, что еда для вас будет опасная, либо, например, ядовитая, либо она протухшая и так далее. Про паралич. Паралич в большинстве случаев он получается либо от зелья парализации, либо если у вас, например, плавающий глаз парализовал, если у вас нет защиты. Либо гуль, грубо говоря, вас пару раз ударил, и вам кинули парализацию, либо также призрак. Чтобы защититься от паралича, в большинстве случаев используют кольцо свободы действия, free action, так называемое. Вы получаете внешние свойства, когда владеете, носите или одеваете предмет, когда его предоставляет. Обычно это кольцо, амулет, броня или артефакт. Например, амулет экстрасенсорного восприятия, либо шлем телепатии дают вам внешнюю телепатию. Внешне ожидает, когда вы снимаете предмет. Некоторые хорошие квестовые артефакты при ношении дают дополнительный эффект. При этом внешнее исчезает, когда вы роняете или теряете артефакт, или помещаете его в контейнер. Еще больше способов получить внутреннюю силу. Вы также можете, это как врожденное свойство вашей роли либо расы. Для некоторых врожденных свойств вам необходимо достичь определенного уровня опыта. Например, варвар начинает сопротивление к яду и получает внутреннюю скорость на 7 уровне. Собственно, как и рыцарь. Он также получает скорость на 7 уровне, но у него нет сопротивления к яду начального.
А вот, например, у как он называется, прист, либо целитель, у целителя есть сопротивление к яду изначально. Вы также можете получить это извне. Основным способом сделать это является коронация. Поедание определенных трупов, поедание драгоценностей и сидение на тронах. Коронация, что такое коронация? Коронация – это, собственно, приношение, ну, так называемое получение артефакта путем, путем приношения в жертву трупов существ на вашем алтаре вашему божеству. Как узнать ваше божество или ваш алтарь? Он должен быть вашего мировоззрения, вероисповедания, будем так называть. То есть, например, если вы нейтральный, то и алтарь должен быть нейтральный, соответственно. А как узнать, что именно вас короновали? Ну, это информация для отдельного видео. В большинстве случаев это определенный предмет, который вы получаете, который вы просто получаете, когда приносите жертвы вашему божеству. Предметов может быть достаточно большое количество, но именно для коронации он подходит и один предмет. Вот, например, для волшебника это книга «Палец смерти». Это высокоуровневое заклинание атаки, если не ошибаюсь, 7-го тира, достаточно сильное. По школе атаки у меня есть отдельное видео, вы можете посмотреть. А, например, у того же этого монаха есть, ну, получается, на коронацию он получает книгу тоже восстановления способностей. Ну, такая себе посредственная книга, она заменяется, в принципе, в большинстве случаев стирается, но факт остается фактом, само наличие. То есть вы знаете, что вы получили, грубо говоря, коронацию. Вот. Что касаемо поедания определенных трупов, ну, трупы вам передают свои, грубо говоря, статы. То есть, например, сопротивление к холоду, к яду и так далее. У каждого трупа оно прописано отдельно. Ну, у каждого трупа монстра прописано оно отдельно, если он его оставляет. Поедание драгоценностей, у меня есть отдельное видео по этому поводу. Если интересно, можете посмотреть. Но если вкратце, не все драгоценности можно есть. Они всегда рандомные, то есть с каждой вашей игрой. То есть, например, у вас сейчас вы, например, играете одним персонажем, у вас, например, вы можете, например, кольцо сопротивления, не знаю, к холоду, грубо говоря, есть. А в другом разе вы их не можете есть, потому что у вас персонаж просто это кольцо зареспоновано с другого типа. Вот если вкратце именно так. Про сидение на тронах в большинстве случаев у меня нет в данный момент пока этого видео на канале. Но если вы садитесь на трон через команду SID, есть шанс того, что вам, собственно, предоставят свойства внутренние, вам об этом напишут. Либо вам... Ну, про троны есть, будет, наверное, отдельное видео. Это, кстати, достаточно такая нужная система, поэтому посмотрим. Голос что-то начинает садиться. У гремлина есть атака, которая может украсть одну из ваших 11 внутренних характеристик. Также вы можете потерять врожденное свойство или что-то истощит вас ниже необходимого уровня. Поедание трупа распылителя удалит одну из тех характеристик, на которые влияют атаки гремлинов. А распылитель вообще очень плохой. Он называется дезинтегратор в английской версии. Он в большинстве случаев при бою с ним, если вы деретесь не артефактным оружием, у вас оружие разочаровываться будет. А если он вас начнет бить, дезинтегратор, то вы просто, ваше снаряжение будет падать в зачарование. Что касаемо гремлина, у него есть шанс украсть вашу характеристику, например, такая как сопротивление огню, холоду, там, скорость, поиск и так далее. Но против этого помогает магическая отмена. По магической отмене у меня нет видео, но она, в общем, если вкратце, это одна из предметов либо вещей, которые
В большинстве случаев должна быть на вас постоянно. Магическая отмена всего 3 уровня. Но это, опять же, это не для текущего видео, поэтому нет смысла на этом останавливаться. В следующих таблицах представлено краткое описание каждого свойства, которым может обладать герой, а также известные его источники. В отдельных статьях можно более подробную информацию подчеркнуть, а тут чисто поверхностная информация будет по каждому свойству. Собственно, переходим. Первое свойство, оно у нас идет как внутреннее свойство. Любое из этих свойств можно получить как встроенное свойство, срок действия никогда не истекает. Некоторые из этих свойств доступны в качестве временных внешних и внутренних свойств. В этом списке включены все свойства, которые могут быть присущими, даже если единственный способ это есть правильное кольцо. Поедание колец может не всегда передать свойства. То есть там есть определенный шанс, который оно... Про поедание колец есть отдельное видео. Я чуть ранее об этом говорил. Собственно, огнестойкость. Это предотвращает поведение от пожара и защищает инвентарь от огня. Но не защищает инвентарь от огня. Чтобы защитить инвентарь от огня, вам нужно, собственно, убирать все то, что может сгореть. А повреждение от пожара — это, собственно, повреждение от огня. От огненной ловушки, либо от магической ловушки. По ловушкам есть тоже отдельное видео. Вот. Собственно, как его получить? Можно быть монахом на 11 уровне или священником на 20. Съешьте труп, который дает вам огнестойкость. Ну, в большинстве случаев текущие трупы, они сами бьют огнем, поэтому в большинстве случаев их очень просто найти. Вас. Исключение есть, только палочками не бьют. Поэтому трупы очень просто определить, какие дают огнестойкость. Есть, конечно, универсальные, но это другое. Найти или съесть кольцо огнестойкости. То есть так называемое сопротивление к огню. Превратитесь в устойчивого монстра. То есть тот монстр, который имеет сопротивление к огню. Например, как саламандра, либо красная нага и так далее. Сопротивление холоду. Быть валькирией. Что такое, что вообще дает сопротивление холоду? Предотвращает урон от холода, но не защищает ваши зелья. То есть при, например, луче холода, если вас будут бить лучом холода, и у вас нет, например, отражения, грубо говоря, ну и сопротивления к холоду, ваши зелья есть шанс того, что они просто лопнут от взаимодействия с холодом. Быть валькирией. Ну, у валькирии вшитый холод, он дается с самого начала, судя по всему. Стать монахом на 13 уровне. Ну, собственно, монах вообще большинство получает резистов сам по себе. Главное достичь определенного уровня. Съесть труп, дающий сопротивление холоду, ну, это в большинстве случаев Винтерволк, Йети, такие вот подобные существа, либо универсалы, как Фреш Голем и так далее, либо желатиновые кубы, либо Бров Молт, собственно, какая-то плесень, одна из, это коричневая плесень, либо, ну, в общем, много монстров, поэтому превратитесь в устойчивого монстра. Собственно, монстров я только что перечислил. Чтобы превратиться, вам нужно, во-первых, контроль полиморфа, чтобы у вас был кольцо, либо умение, если у вас есть оно на постоянке, с помощью поедания драгоценностей. Вот. И также либо кольцо, либо умение самого полиморфа. Либо также можно съесть труп, который вас полиморфирует. Это может быть что-то похожее на Доппельгангера, хамелеоны, похожие существа, которые вас полиморфировать будут. Но вам обязательно нужно контроль полиморфа. Либо использовать кольцо полиморфа. Но об этом чуть позже.
Сопротивление ко сну. Это быть эльфом на 4 уровне. У эльфа он только с 4 уровня появляется. Есть труп, который дает сопротивление ко сну. Ну, сопротивление ко сну, насколько мне известно, дает гомункул. Поэтому его можно смело съесть. Ну, либо трупы эльфов, если вы, конечно, не эльф. Но эльфов вы сами получите. Съесть кольцо свободы действий. Ну, собственно, поедание кольца свободы действий дает сопротивление ко сну. Обратитесь монстру к устойчивому ко сну. Ну, собственно, о чем и речь, я которых перечислил. Сопротивление к распаду. Сопротивление к распаду предотвращает смерть от дыхания черного дракона, либо использовать отражение, чтобы заблокировать дыхание. Также единственный способ предотвратить смерть от широкоугольных дезинтегрирующих лучей. Вот почему нужно очень сильное отражение. Чтобы его получить, нужно съесть труп черного дракона и превратиться в устойчивого монстра, например, черного дракона. Удара прочности. Это сопротивление электричеству. Предотвращает урон электрических атак, но не защищает кольца и палочки, которые могут быть подвержены ему. Ну, самый типичный представитель электричества — это электрические угри. В большинстве случаев это водные монстры. Их желательно убивать дистанционно, либо с помощью древкового оружия. Чтобы получить сопротивление электричеству, нужно быть монахом на 15 уровне, либо съесть труп, который дает сопротивление к электричеству. Ну, в большинстве случаев это универсальные трупы, которые, ну, так называемые, ну, грубо говоря, желатиновый куб, либо фреш-голем и так далее. Фреш-голем — это мясной, который, ну вот, либо похожие. Но в большинстве случаев можно именно с них получить, они универсальные. И либо надеть, либо съесть кольцо удара прочности. Ну, собственно, удара прочности то же самое сопротивление электричеству. Либо надеть, либо съесть. По поводу скидания колец, не в каждом страе у вас получится его съесть. А вот надеть наверняка получится, если у вас оно есть. По поводу устойчивости, ну, собственно, устойчивость я говорил. Монстр, который у вас присутствует, ну, о котором я говорил ранее. Устойчивость к яду. Это один из основных атрибутов. Если вы его не найдете, сопротивление к яду, вы сдохнете очень быстро. Любой ядовитый монстр вас просто с неким шансом убьет. Поэтому предотвращает отравление, а также предотвращает смерть от яда. Почему? Потому что если вы, грубо говоря, не нашли до уровня до 5 до 6 сопротивления к яду, вы сдохли. Без шансов, то есть у вас те же орки, те же любое существо, которое бьет ядом, оно вас просто с шансом убьет. Просто, грубо говоря, пару-тройку ударов нанесет вам, и оно вас убьет, если вы не нашли сопротивление к яду. Быть орком, варваром или целителем, у вас будет сопротивление к яду. Быть монахом на 3 уровне или туристом на 20. Ну, турист на 20 нет смысла, потому что вы в любом случае сопротивление к яду должны раньше получить за туриста, играя монахом на 3 уровне, но это удобно. Съешьте труп, который дает сопротивление к яду. Собственно, по трупу сопротивления к яду есть отдельное видео, как сопротивление к яду найти. По трупам, какие есть, можно безопасно, какие небезопасно, какие вообще нежелательно есть. Поэтому на этом останавливаться не будем. Также носите амулет против яда, либо кольцо сопротивления к яду. Ну, как вариант, на начале, пока у вас нет сопротивления к яду, можно либо носить кольцо, либо, как говорится, носить амулет против яда. Превратитесь в монстра, устойчивого к яду. Ну, монстры устойчивым к яду в большинстве случаев это те монстры, которые сами бьют ядом. Не которые на дистанции с помощью оружия, которыми сами монстры бьют ядом. Ну, типичный представитель — это ядовитые змеи, те же, например, гомункулы и так далее. То есть достаточно большой список их. Увеличивает скорость восстановления регенерации. Увеличивает скорость восстановления ваших очков жизни, благодаря чему они быстрее восстанавливаются. Это можно надеть, либо съесть кольцо регенерации, чтобы у вас регенерация пошла, либо вооружиться посохом скулата.
Посох Эскулата — это артефакт, который целителя. Ну, в общем и целом, получается, его можно получить и другому персонажу, если это необходимо, через желание. Но в большинстве случаев он используется для целителей. Учитывая то, что это артефакт, у меня по артефактам есть отдельное видео, можете посмотреть его. Превратиться в монстра с помощью включает... превратиться в монстра, троллей, вампиров, либо существ-оборотней, у которых присутствует внутренняя регенерация. Поиск позволяет автоматически обыскивать квадрат вокруг себя, увеличивая вероятность того, что вы заметите скрытые двери либо ловушки. Это надо быть рейнджером, монахом, археологом, разбойником или туристом на 10 уровне. Съесть кольцо или надеть кольцо поиска. Владеть эскалибуром. Эскалибур — это, грубо говоря, меч, который можно получить благочестивому персонажу, законному, просто окуная свой меч длинный в этот фонтан с неким шансом и вероятностью, то, что вам дадут именно этот экскалибур. Вот. Переходим на следующее. Видеть невидимое. Позволяет видеть невидимых монстров. Это, собственно, быть рейнджером на 15 уровне, выпить зелье видения невидимого, если благословленное навсегда, если не благословленное, соответственно, непостоянное. Но опять же, это при условии, если у вас эффективнее, в общем, всего использовать именно благословленное зелье, либо использовать артефакт, который вам дает, собственно, видение невидимого. Надеть или съесть кольцо видения невидимого. Про съедание атрибутик есть отдельное видео. Съесть труп сталкера, будучи невидимым. Сталкер — это невидимое существо, которое при поедании вас отправляет в стан. И вам нужно, чтобы снять стан. Самый простой способ снять стан — это использовать рог единорога на себе. По рогу единорога есть отдельное видео. Превратиться в монстра, который видит невидимое, либо пить из фонтана. Вам как, скажем так, один из возможных наград вам дадут видение невидимое. Но эффективнее, конечно, использовать зелье, выпить его благословленное, не заморачиваться. Невидимость. Делать вас невидимым. Монстры будут изо всех сил пытаться вас найти и промахнуться в своих атаках. Очень эффективная вещь, почему невидимость крайне эффективная. Для того, чтобы стать невидимым, нужно выпить благословленное зелье невидимости, если навсегда. Если временно, то просто, например, не проклятое. Ударить себе палочкой невидимости, надеть плащ или кольцо невидимости, съесть труп сталкера, будучи временно невидимым. Будучи временно невидимым, вы съедаете труп сталкера, и вы становитесь, получается, невидимым на постоянке. А когда вы становитесь невидимым на постоянке, возвращаемся в видение невидимого, вы получаете видение невидимого. Я понимаю, что звучит сложно, но факт в том, что если у вас есть 2 трупа сталкера, есть возможность снять стан, то есть, например, с помощью рога единорога, благословленного либо непроклятого, у вас будет возможность получить невидимость и видеть невидимые. Собственно, призовите сферу обнаружения. Сфера обнаружения — это один из предметов, их надо просто еще найти.
Телепортация. Каждые несколько ходов случайным образом телепортирует вас по уровню. Без контроля телепортация, по сути говоря, бесполезная, потому что вас откровенно может в такое место телепортировать, что вы охренеете. Но с контролем это классная вещь. Чтобы его получить, вы съедаете труп либо лепрекона, либо нимфы, либо тенгу, либо волшебника Эндора. Я думаю, последний это самый сложный съедание трупа, особенно если вы человек, у вас каннибализм будет. Найдите ли съесть кольцо телепортации. Дейтесь монстра, который имеет свойство телепортироваться. Ну, собственно, как перечисленные ранее. Самый эффективный из них тенгу. Управление телепортом. Когда вы телепортируетесь, вы можете выбирать плитку пункта назначения. Если она не занята, вы на нее сможете телепортироваться. Будучи монахом или волшебником на 17 уровне, вы получите его автоматически. Если съешьте тенгу с некой шансом вероятности, либо волшебника Эндора, вы получите его тоже. Блин, извините, я что-то раскашлялся. Найдите съесть кольцо управления телепортом. Носите с собой ключ воровства. Ключ воровства — это квестовый предмет разбойника. Он хаосный по вероисповеданию. Если вам необходимо, его можно пожелать через желание. Обратиться в тенгу. Тенгу, собственно, умеет и телепортироваться, и имеет контроль телепорта. Полиморфит. Каждый несколько ходов вас случайно превращает в монстра другого типа. Найдите или съесть кольцо полиморфа. Без контроля не рекомендую есть кольцо полиморфа, потому что вы, скорее всего, погибнете. То есть без шансов. Рекомендуется именно, чтобы у вас была возможность контролировать полиморфа, иначе вы погибнете. Если вы наденете кольцо, например, полиморфа, вы будете каждый раз постоянно полиморфироваться, и тем самым вы умрете от того, что вы не можете держать свою форму. Вот. Извините за кашель. Просто хочется вам донести эту информацию, чтобы она для вас была более полезной, чтобы вы как можно раньше ее узнали. Управление полиморфом. Когда вы превращаетесь, вы можете выбрать тип монстра, которым хотите стать. Собственно, съесть или надеть кольцо контроля полиморфа. Левитация. Вы парите в воздухе и не можете дотянуться до пола. Однако... Блин, что-то я раскашлялся. Вы можете пройти через рвы, люки, ямы. Кроме ям в Собакане. Из-за воздушных потоков. Ну, это скорее ограничение Собакана. На самом деле, сквозь Собакан можно было пролететь. Выпейте зелье левитации временно, примите заклинание левитации, тоже временно из книги заклинаний. Носите кольцо левитации или левитационные ботинки. Съешьте кольцо левитации. Вызовите сердце Аримана. Насколько мне известно, сердце Аримана — это квест варвара, артефакт. Скрытность. Скрытность позволяет тихо, бесшумно передвигаться ваши шаги, чтобы не будет спящих монстров. Скрытность очень полезная в зоопарках монстров, чтобы не будить соседнего монстра. Если вы сможете быстро убить монстров, то есть если у вас, например, есть оружие прокачанное на плюс 7, грубо говоря, артефактное, вы можете очень быстро убить монстров, и они там не смогут ничего кастовать, ничего, чтобы другие враги не проснулись. Некоторые роли имеют врожденную скрытность, но по врожденной скрытности это отдельная тема, это скорее это монахи и валькирия, либо
другие расы, но факт в том, что это на каждую расу отдельно. Также ношение эльфийских сапог, эльфийского плаща или кольца скрытности. Получить милость от своего бога во время молитвы. Ну, надеяться на божество — сомнительное решение. Вы лучше надейтесь на себя в первую очередь. Раздражение монстров. Увеличивает вероятность того, что спящий монстр поблизости заметит вас и проснутся. Для героев, кроме пещерных людей и орков, есть кошачье и собачье мясо, и есть представители своей расы. Ну, например, у эльфов, либо эльф ест эльфов, либо человек человеков и так далее. Ну, кроме орков, разумеется. Приношение в жертву мертвого питомца на алтаре. Мертвого питомца на алтаре — это, собственно, ваш питомец погиб, и вы его, если принесете на алтаре, но все равно он при смерти считался вашим питомцем до смерти. Поэтому вы должны просто дать либо сгнить трупу, либо дать другому вашему питомцу, если он без совета, съесть его. Либо просто его можете воскресить через палочку смерти. Носите и ешьте кольцо озлобленного монстра. Ну, собственно, кольцо называется раздражение монстра, но факт в том, что есть его не рекомендуется. Кольцо конфликта. Конфликт тоже сомнительный. Крайне эффективен в толпе, но неэффективен вне толпы. Монстры будут атаковать других монстров поблизости, включая вас, вне зависимости от их прирученности, враждебного мирного статуса. Найдите кольцо конфликта, либо съешьте его, либо призовите скипетр могущества. Скипетр могущества — это квест в артефакт, благочестивый закон. Он на пещерного человека идет. На большинстве случаев, если у вас он нужен, через желание его можно получить. Собственно, продолжаем. Блин, что-то я вообще раскашлялся сильно. Защита указывает на обладание божественной защитой внутренней, либо выносите предмет защиты для послания просветления. Купите защиту, пожертвовав монеты для священника. Чтобы, собственно, пожертвовать монету, нужно через команду чат подойти к священнику и купить у него защиту. Блин, да ты утомил уже кашель. Носить защитный плащ, либо защитное кольцо. Защитный плащ — это, ну, собственно, предмет атрибутики дает. Кстати говоря, самый сильный класс по магической отмене. Защитное кольцо, ну, тоже магическую отмену дает. Получить милость от своего бога во время молитвы. Ну, на молитву надеяться особо нет смысла. Защита от преобразователей формы. Это кольцо, которое заставляет оборотней и хамелеонов оставляться в своей нормальной форме. Это кольцо нужно есть, если у вас есть такая возможность. Чтобы оборотни и хамелеоны не полиморфировались при вас. Предупреждение. Отмечает видимых не обнаружит полезности монстров с показателем опасности от 1 до 5. Будучи монахом на 7 уровне, некоторые роли на 15. Найдите и съешьте кольцо предупреждения. Носите главный ключ воровства. Ну, ключ воровства — это квестовый артефакт. Хаос на разбойнике. Сфера судьбы — это на Валькирии, квестовый артефакт, он благочестивый. Блин, я раскашлялся. Голод увеличит скорость потери питания. Это очень плохо, если вы не пытаетесь быть местом для следующего приема пищи. Его эффективнее надевать кольцо, не есть. Вот. Внутри телепатии по этом чувствуете большинство монстров, кроме безмозглых, если вы слепы.
Ну, безмозглые это могут быть какая-нибудь слизь и андеды. Такие как нежить, мумии и так далее. Съесть парящий глаз, вероятно, 100%, или свежеватель разума. Их обычно геноцидят, поэтому труп их, скорее всего, вы не найдете. Если не геноцидите их, они из вас разум высосут просто. И вы еще получите за них амнезию. Внешняя телепатия также действует в ограниченном радиусе, если вы не слепы. Носите амулет экстрасенсорики или шлем телепатии. Носите с собой артефакты в виде длинного лука Дианы, сферы обнаружения, волшебного зеркала Мерлина, платиновую карту и Эндорского экспресса. Скорость. Природная скорость делает вас быстрым, позволяет совершать 4 движения за 3 хода. Скорость, она нужна на постоянке. Рекомендуется ее ставить всем в обязательном порядке. Уничтожьте себя палочкой скоростного монстра. Ну, это имеется в виду, кастаните на себя палочку скоростного монстра. Съешьте трубку квантового механика, чтобы переключить встроенную скорость, ну, чтобы ее получить. Но трубку квантового механика нужно есть один раз, если вы получили ее. Если вы съешьте второй раз, вы его просто переключите на отмену. Получить скорость от своего божества. Ну, с помощью молитвы. Но это сомнительное. На божество надеяться практически не стоит. Надо надеяться, в первую очередь, на себя и на свой инвентарь. Также внутренняя скорость еще может присутствовать. Оценка продуктов питания. Предупреждает вас о нежелательных последствиях, которые могут возникнуть, если и позволяет вам прервать прием пищи. Потерялся после активации 1 раз. Прочтите благословенный свиток обнаружения еды. Каст заклинания обнаружения еды у опытного эксперта. Опытные — это подразумевается скиллованные. То есть это, и там получается идет unskill, базис, скилл и эксперт. Собственно, ну, в общем, если вам интересно по заклинаниям, можете посмотреть по заклинаниям. У меня есть по отдельно по школам разбросаны. Выдох позволяет выжить не дыша. Вы можете уйти под воду, не подавившись едой. Найдите, съесть амулет магического дыхания, превратитесь в запыхавшегося монстра, который не дышит. В большинстве случаев нежить не дышит. Вот. Амулет магического дыхания вообще полезный амулет. Вы с ним не сможете утонуть. Вот, поэтому он крайне полезен. А по идее это вообще отдельная тема. Вы можете съесть труп и просто сдохнуть от того, что вы переели. Амфибийность позволяет дышать как на воздухе, так и под водой. Вы можете уйти под воду, превратиться в монстра-амфибию. Такого как, ну, например, электрические угли и кракен. И быть задыхающимся, то есть не дышащим персонажем. Прыжки. Позволяет вам перепрыгивать. Для этого нужно быть рыцарем. Рыцарь прыгает буковкой Г. Так называемый ход конем. Носить ботинки прыжков и прочитать заклинания прыжков. Инфравидение. Ваши глаза чувствуют теплых монстров, неосвещенных местах. Играть за гнома, эльфа, гнома, орка, превратиться в монстра, у которого есть инфравидение. Инфравидение полезная вещь, но ее видите только чисто играть за определенные расы. Ну, либо превратиться в какое-то существо. Собственно, двигаемся дальше. Внешние свойства. Вот на этом были внутренние, теперь внешние свойства мы идем. Кислотостойкость.
Внешние свойства — это, по сути, вы с помощью внешних атрибутов, каких-то экипировки, не экипировки, можете получить их. Кислотостойкость — это повреждение кислотой от дыхания желтого дракона или попадания кислотных каплей. Не защищает вашу броню от ржавчины. Носите алхимический халат или кольчугу из чешуи желтого дракона. Превратитесь в устойчивого монстра, например, желтого дракона. Устойчивость к забиванию камнями. Превращает процесс забивания камнями. Один из способов борьбы с кокатрисами либо с птенцами. Ну, это кокатрисы либо шикатрисы имеется в виду. В английской версии они именно так звучат. Превратиться в монстра устойчивого. Это может быть кокатрис, либо элементаль, либо горгуль, либо черная нага. Ну, либо просто съесть кислотных монстров. То есть, когда вы начали окаменеть, вы увидите эту надпись. Просто съесть кислотного монстра, трупик, либо кислотную каплю. Ну и, собственно, без проблем ее. Либо лизарда. Для чего, собственно, люди лизардов и носят с собой. Сопротивление похуданию. Похудание — это зеленая слизь. Зеленая слизь — это опасный монстр. От него можно сдохнуть очень просто. Вот. Чтобы не обладает иммунитетом к процессу похудания, это защищает от нападения зеленой слизи. Превращение в зеленую слизь, огненный вихрь, полевую форму, огненную элементаля, либо саламандры, либо быть неизменным. Неизменным — это амулет неизменности. Вот. Сопротивление стока. Сопротивление стока — это высасывание жизни. В большинстве случаев защищает от потери уровней опыта, высасыванию жизни, атаки монстров. Собственно, высасывают жизни в основном нежить. Также призраки высасывают жизни. Снаряжение защищает от них. Ну, также и оборотень может защищен быть от них. Нужно использовать громовержец, эскалибур, либо поиск эскулат. В большинстве случаев это артефакты. Про громовержца ничего не могу сказать. Эскалибур, собственно, благочестивый артефакт. А поиск эскулата — это артефакт целителя, нейтральный. Обратитесь в любого монстра нежити, либо демона, либо оборотня. Украшение указывает на то, что вы носите кольцо с украшением любого зачарования. Это встроенный функция позволяет отображать просветление сообщением. А украшение — это ваша харизма. То есть кольцо с украшением меняется в зависимости от чар кольца. Отражение. Очень нужная фигня наряду с сопротивлением магии. Отскакивает взгляд и лучевые атаки от вас, что не действовали над вас. Носите кольчугу серебряной чешуи дракона. Носите щит, либо амулет отражения. Вооружитесь длинным луком Дианы, или обратите серебряного дракона не в детскую форму. Их две формы, взрослая и детская. Так называемый Baby Silver Dragon и просто Silver Dragon. Спасение жизни. Если вы умрете, изношенный амулет, амулет спасения жизни воскресит вас. Его именно носить нужно на себе. Есть его нельзя. Предотвращает урон от определенных ловушек, магических снарядов и некоторых других магических таких паль. А также от лучей, пальцев смерти, а также много полезных преимуществ. Для этого нужно носить сопротивление магии, кольчугу из
серой драконьей чешуи. Использовать магическую губу — это нейтральный артефакт в виде кинжала. Точнее, атамана он называется. Атам. Им еще можно гравировать полупостоянный Элберет без затуплений, потому что он артефакт. Носить с собой определенные артефакты, ну, как, например, этот. По артефактам у меня есть отдельное видео, можете посмотреть. Ну, как пластиковая карточка, она дает сопротивление к магии. Либо у Эфиопии, например, которого волшебника, а карточка у туриста. Поэтапность. Это фазирование, так называемое. Вы можете проходить сквозь стены. Это полезно для быстрого доступа без копания и убегать из определенных мест. Но не возымеет никакого эффекта в собакане. Обратиться в ксорны или металле земли, которые, собственно, умеют фазировать. Сопротивление галлюцинациям — это владение Грейс Свандиром. Это серебряная сабля, артефактная. Дает сопротивление галлюцинациям. Считается одним из самых сильных оружий. Она была законная, так называемая, благочестивая. То есть, чтобы ее использовать, вы можете даже и другим персонажам, но вам нужно пережить взрыв артефактов. То есть, если, например, вы нейтралы, вы хотите Грейс Вардинг взять, вам нужно сопротивление к магии иметь, чтобы пережить взрыв. Она вам урон нанесет, и вы, скорее всего, не сможете понять, если вы уроните его. Либо вы можете стать его вероисповеданием этого артефакта, и тогда не заморачиваться. Возиться, так называемая неуклюжесть. И из-за того, что вы иногда спотыкаетесь во время ходьбы, вы случайно роняете предметы, падаете с лестницы, получаете другие подобные ношения рукавиц неуклюжести и ботинок неуклюжести. Собственно, продолжаем. Движение. Водная прогулка. Водная прогулка — это безопасно ходить по воде. Вы можете благодаря ботинкам хождения по воде. А вот по лаве можно ходить, если зачаровать ботинки на защиту от огня. Тогда вы сможете ходить по лаве в своих ботинках. В качестве альтернативы можно использовать левитацию, магическое дыхание и плавание. Ну, плавание, я думаю, понятно. Превратиться в амфибию. Магическое дыхание — это амулет, а левитация — это либо кольцо, либо ботинки, либо зелье левитации. Эффективно, ну, где вы можете первым встретиться? Если вы не встретились на уровне квеста с этим, вы встретитесь на уровне медузы с этим. Медуза попадается вообще, как написано в Википедии, она попадается с 21 по, грубо говоря, практически по 30 уровень, 29 там. И после медузы идет сразу Форт Луис, так называемый замок. Перемещение. Создает перемещенное искажение вас на 7 квадрате монстра. Это плащ смещения, так называемый Displacion он называется, если не ошибаюсь, в английской версии. Ну, чисто ношение этого плаща. Ясновидение. Это каждые несколько ходов в вашем сознании появляется карта местности вокруг вас. Это помогает исследовать новые области и находить скрытые тропы. Купить временное ясновидение, пожертвовав священников. Я не знаю, сколько там нужно жертвовать. Но оно, опять же, оно временное, оно не сильно актуально. Быть волшебником и носи картаун. Картаун — это колпак. Есть два типа картаунов, ну, точнее, дурацких, ну, так называемых колпаков. Одна из них дурацкая шапка, которая проклята, которая вам очень много геморроя даст.
А вторая вот именно картаун, который может носить именно волшебник, только более эффективно. Остальные классы менее эффективные он носит. Носите с собой амулет Эндора. Но амулет Эндора будете носить с собой при восхождении. Когда будете уже, как говорится, идти вверх. Регенерация энергии — это ваша энергия, так называемая магическая сила, будет восстанавливаться быстрее, что вы сможете использовать чаще заклинания. Это ношение глаза Эфиопии. Глаз Эфиопии — квестовый артефакт мага. Он нейтрален по вероисповеданию. Крайне эффективная вещь. Я рекомендую использовать его, если вы играете через магию. Его также можно в желаниях загадать. Половину урона заклинанием. Носить с собой сферу обнаружения. Сложно сказать, не знаешь, чей это артефакт, надо будет погуглить. Платиновую карту экспресса, но это на туриста. Сфера судьбы. Сфера судьбы, скорее всего, это... Скорее всего, на Валькирию она идет. Так называемой сферой веса ее еще называют, и Око Эфиопии. Ну, Око Эфиопии я говорил до этого, это как глаз Эфиопии, в принципе, то же самое, только название другое. Половина физического урона можно получить посредством ношения главного ключа воровства и ношения сферы судьбы. Почему вот такая сфера судьбы крайне эффективная? Но она не дает сопротивления к магии. Устойчивость к болезням обеспечивает полный иммунитет к болезням, как самим болезням, так и пищевым отравлениям. И в игре его, по сути, не получить. Исключение есть только вы превращаетесь в гуля, либо в любого другого гриба. Свобода действия — это free action. Предотвращает паралич, делает зелье сна безвредными, но не предотвращает другие формы сна. Например, уменьшает оглушение от заклинания монстров до одного хода. Ношение свободы действий, его съедание дает сопротивление ко сну. Плавание. Позволяет плавать по воде, отличает левитации, плавание по воде и бездыханного дыхания, уходить под воду. Превращение в плавающего монстра. Плавающий монстр, ну это все водные монстры, которые плавают. Ну либо какая-нибудь водяная нимфа. Поплавать на коне. Ну, во-первых, его сначала оседлать. Не знаю, я рассказывал про верховую езду, не рассказывал. Скорее всего, рассказывал. Ну, чтобы оседлать коня, вам нужно седло, перчатки и ботинки. Собственно, седло должно быть как минимум не проклятое. Вот. Поддержание способностей. Это поддержание ваших атрибутов. Ну, таких как сила, ловкость, выносливость, интеллект, харизма. Предотвращает последствия физических упражнений и злоупотребления. То есть вы, например, не знаю, грубо говоря, когда, например, передвигаете камни и не камни, у вас поднимается сила, ну, в собакане. Либо когда атакуете оружие ближнего боя. Вот, у вас поднимается сила, а вот это называется физическое упражнение. А злоупотребление, например, когда вы ходите, грубо говоря, сытые, то есть называемая, в моем случае это зелененькая надпись. Когда вы ходите очень много, у вас идет злоупотребление ловкостью. Тем самым у вас ловкость будет опускаться до тех пор, пока вы ходите сытыми. Это крайне очень плохо, если у вас кольцо замедленного пищеварения идет. Ну, там можно обыграть эту ситуацию, но если, например, до состояния голода довести, либо довести до нейтрального состояния, то есть без голода, без сытости. Летающий.
Позволяет летать над землей, полет лучше левитации, поэтому вы можете дотронуться до земли и спуститься по лестнице. Превратиться в летающего монстра, например, в дракона, ну, либо в вампира, оседлать летающего коня. Если не ошибаюсь, летающий конь, он единственный в своем роде. Поэтому там, ну, в общем и целом, очень удобно. Неизменный. Позволяет вас удерживать в форме, используя это, предотвратить нежелательный полиморф или всегда остаться в своей полиморфной форме. Носите амулет неизменности. Но если вас убьют в этой форме, в которой вы превратились, и надели амулет неизменности, вы сдохнете на постоянке. То есть вы не сможете вернуться в свою форму, потому что у вас амулет неизменности не даст вам этого сделать. И вы сдохли, если в этой форме, то вы сдохнете на постоянке. Медленное пищеварение самая полезная штука, особенно в начале игры. Уменьшает скорость потери питательных веществ, позволяет вам дольше выжить перед голоданием. Предотвращает переваривание фиолетовыми червями. Надеть кольцо медленного пищеварения. Несъедобно. Крайне эффективная вещь, особенно в вегетарианском. Это прям вообще жизненно необходимое кольцо. Потому что по еде там все очень туго. Вегетарианцы у нас монахи. И вот он единственный вегетарианец считается. И для него это прям жизненно необходимо. Собственно, и последнее, 7-е качество, если не ошибаюсь. Предупреждение о типе монстров. Но предупреждение дает вам только жало, то есть так называемый рунный кинжал под именем Стинг. Внутренности, которые исчезают со временем. Это оглушение. Команды движения могут заставить вас сделать шаг в случайном направлении. Вы можете по ошибке ударить домашних животных. Направление удара при нанесении заклинаний или стрельбы имеет шанс случайного выбора. Прекращает контроль телепортации. Попытаться произнести забытое заклинание иногда. Съесть летучую мышь, гигантскую мышь или сталкера. Получите удар заклинанием оглушения монстра или вашей ошеломляющей атакой взгляда архонтов в виде вульфа. Превратиться в летучую мышь, гигантскую мышь, летучую мышь вампира, ворона, либо сталкера. Путаница. Помимо прочего, вы неправильно будете наносить любой прочитанный свиток из-за того, что свиток будет иметь альтернативный эффект. У вас возникнут проблемы с заклинанием и с книгой заклинанием. Можно иногда пытаться прочитать забытое заклинание, получить удар от сбивающей с толку янтарной громадины какой-то. Но факт в том, что так называемая путаница, либо конфузия, она еще называется, крайне эффективная вещь, помогает. Есть заклинание конфузии, есть не заклинание конфузии, так называемое собственно получение другими способами, так, например, зельем опьянения, если выпить его. Короче говоря, крайне эффективная вещь, можно использовать для усиления своей экипировки, для чтения разных свитков в разных, то есть разные эффекты для них будут. Как, например, самый очевидный эффект. Самый очевидный эффект — это то, что вы, получается, просто, собственно, зачаруете свою экипировку на защиту. Это, которое вот недавно я вам показывал на видео.
Слепота. Отключает ваши глаза, блокируя зрение, если вы не носите глаза потустороннего мира. Глаза потустороннего мира — это квест в артефакт монаха. Его можно также пожелать, если это необходимо. Он дает вам просветление по мере необходимости. Внутренняя слепота со временем излечится. Вы также можете использовать газ, такую как морковь. Ну, собственно, если вы найдете морковь, вы можете ее схомячить. Атака ворона, либо взрыв желтого света также даст нам слепоту. Единственное лекарство от внешней слепоты — убрать ее. Ну, собственно, либо использовать рог единорога. Кремовый пирог со временем отвалится. А также можно удалить с помощью команды VIP. Но и также для того, чтобы удалить кремовый пирог, вам нужен этот шарф. Точнее, не шарф, а полотенце он называется. Так называемый товел. Наденьте повязку на глаза или полотенце. Обратитесь, монстры без глаз. Не знаю, монстров без глаз, честно говоря. Не сталкивался, наверное, с ними. Повязка на глаза, я думаю, понятно. Полотенце, надеюсь, у вас не получится, если только оно не проклятое. Но проклятое не рекомендуется одевать. Спокойный сон. Ты продолжаешь спать, ношение амулета спокойного сна. Ты сдохнешь, если оденешь амулет спокойного сна. Поэтому я не рекомендую это одевать. Паралич. Вы становитесь неподвижным, пропускаете несколько ходов. Выпейте зелье паралича или позвольте монстру бросить его у вас. Ну, монстры сами по себе его бросают. Либо паралич можно также получить от летающего глаза. Раненые ноги. Помимо прочего, вы можете переносить меньший вес или прыгать и пинать. Не сможете пинать или прыгать ногами. Эффект временный. Выпрыгивание из медвежьей ложки, пнуть стену, предмет или ничего. Пострадайте от атаки Оксана или наступите на фугас. Фугас — это мина, собственно, которая заминирована обычно форт. То есть, по крайней мере, первое, где ее можно встретить, это форт. Она будет заминирована там, и вы, если наступите на него, вы, скорее всего, раненые ноги получите. Галлюцинации. Придает случайный цвет объекту, монстру на карте. Съешьте желтую плесень, фиолетовый гриб. Дает вам галлюцинации. Также взрыв, получается, черного цвета также вам даст галлюцинации. Чтобы избавиться от галлюцинаций, вам нужно просто рог единорога на всякий случай, подождать, пока она пройдет сама. Чтобы избавиться от раненых ног, вам нужно выпить зелье скорости. Либо подождать, пока сами пройдут, если вы не хотите ждать. Собственно, на этом. Нет, смотри, еще не все. Еще что-то есть, я думал, у меня все. Ну, да, 8. Скользкие пальцы. Ешьте жирную еду из консервной банки. И применить проклятую банку со смазкой и выбрать в качестве цели. Сложно сказать, что конкретно тут имелось в виду выбрать. Тут, наверное, черточка или что это? Давайте посмотрим поближе. Да, черточку. Выбрать черточку в качестве цели. Сложно сказать, я не знаю, что это за черточка. Но факт в том, что если вы применяете проклятую банку со смазкой, у вас, скорее всего, будут масляные руки. Их можно снять с помощью полотенца, но вытереть масляные руки. Либо просто подождать несколько ходов. Ну, я обычно до 5 жду ходов. И они сами исчезают. Блокирует все неуязвимость, блокирует все повреждения и возвращает большинство причин смерти.
В ваниле доступен только как мерцающий свет во время молитвы. Ну, собственно, я думаю, понятно, что во время молитвы у вас есть шанс. Неуязвимость. Но в большинстве случаев она так не работает. То есть только там пару секунд она того не сделает. Обнаружение монстров. Обнаружите всех монстров на уровне подземелья. Это свойства доступны как внутренние встроенные свойства. Это выпить зелье обнаружения монстров, либо прочитать книгу заклинания обнаружения монстров, прояснить заклинанием. Внутренние особенности, которые причиняют вам вред во время тайм-аута. Собственно, это болезнь, смертельная болезнь. Вам, если она не стала мгновенной смертью, вы должны ее вылечить. Это пищевое отравление, если вы съели очень старый труп. Например, труп нежити, либо труп, не знаю, любого другого существа, которое пролежал уже больше 100 годов. Забивание камнями, либо получить болезнь от атак Демогоргона, Джублиса, Скорпиуса и Мора. Можно сказать, кто из них кто. Первые три я, по крайней мере, точно не знаю. Последний — это Всадник Апокалипсиса. Всего 3. Вы как бы считаете четвертым. Сбивание камнями постепенно превращает вас в статую. Атака монстра, владеющего трупом Кокатриса. Ну, собственно, либо сам Кокатрис, либо кто-то в вас кинул труп Кокатриса. Вы превратились в статую. Чтобы избавиться, если вы до превращения в статую, пока вы еще живы, у вас пошло окаменение, вы можете кислотных трупов есть. Либо вот, собственно, лизарда. Тошнота, рвота вызывает оглушение, замешательство. Когда тошнота проходит, вы выплевываете большую часть еды и теряете часть питательных веществ. Это съедание рубца и тухлого яйца. Рубец — это так называемая собачья еда, трип. Рацион она называется, если не ошибаюсь. Удушение. Ну, амулет удушения — это практически 100% смерть. Если вы его оденете, ваш амулет задушит вас до смерти за 5 ходов. И вы не сможете каким-либо образом снять его до этого. Его можно снять, вам нужно просто помолиться. И надеяться на то, что ваше божество его снимет. Потому что если вы его случайно одели, и ваше божество вам откажет в помощи, вы сдохли. Слизь. Но если вы, конечно, в другой форме, то есть какое-нибудь там существо, то в теории ваша эта форма погибнет, останется другая. Но у вас будет злоупотребление выносливостью, но вы потом эти статы поднимете. Слизь. Зеленая слизь захватит ваше тело и убьет вас. Если только вы не сможете каким-либо образом удалить слизь или получить сопротивление слизи, то как это произойдет. Собственно, чтобы получить эффект слизь, вам нужно атаковать зеленую слизь, либо съесть труп зеленого слизняка. Я не рекомендую есть труп зеленого слизняка, вы, скорее всего, сдохнете. Но это как бы считается болезнью, но все же не рекомендуется лишний раз вешать на себя болезнь. Атака зеленой слизи, да, у него пассивная атака идет, ее лучше убить на дистанции. Если они вас окружили, используйте лабирет. Чтобы они от вас на дистанцию свалили. 9. Ну, комментарии, я думаю, вам особо... По крайней мере, я в них ничего интересного не увидел. Они... на мой взгляд, ничем особо не примечательны. Если интересно, можете поставить на паузу и почитать. Потому что я не вижу смысла, по крайней мере, текущие комментарии вам рассказывать. Собственно, на этом все по свойствам.
Вот я, собственно, вам попытался донести основные атрибуты, как их получить, как не получить. Вот. Более подробно, понятное дело, это надо отдельное видео снимать, чтобы по каждому атрибуту конкретно разобрать. Но я в целом попытался разобрать все атрибуты, ну, все свойства, которые присутствуют в самой игре, как внутренние, так и внешние. Всем спасибо за просмотр, с вами был Андрей, всем пока.